Вот я был, и вот меня не стало. Всем привет, друзья! Вы на канале Человек на велосипеде. Меня зовут Иванисов Сергей. И в этом видео я хочу совершить свой стандартный ритуал. Прокатиться на велосипеде по живописным местам, найти классное местечко и устроить там наипрекраснейший кемпинг. Еду, значит, сегодня я на своем электробайке. Вот мои багажники, вот моя нарульная сумка от мастерской Вело Хорошо. Я нахожусь по дороге к Джилысу. Сзади меня Эльбрус. Его сейчас отлично видно. Будет ли его отлично также видно к вечеру, это неизвестно. Но будем надеяться, что в том месте, где я буду завтракать, его также хорошо будет видно. Присаживайтесь поудобнее. Я обещаю, что максимально постараюсь сделать для вас классный ролик. Ну что, ребятки, я продолжаю свое движение. Честно сказать, даже на электровелосипеде приходится уставать. А все потому, что я не включаю супер режим помощника. На средненьком еду, чтобы мне хватило как можно больше батареи, чтобы я мог больше увидеть, чтобы я мог найти и постараться место получше себе. На самом деле здесь светит солнце сильно, и в то же время, когда слетаешь с уклона вниз, так сильно обдувает. Хорошо, что я взял с собой баф теплый, да. Для меня эта местность максимально незнакомая. Ну, я как бы догадывался, что, скорее всего, будет прохладнее, чем у нас там в ростовских степях. И также я уверен, что ночью будет очень холодно, поэтому у меня там все тепленькое сегодня с собой есть. В общем, что я хочу сказать. Я продолжаю движение, пока что мне это все очень безумно нравится. Я прям чувствую, знаете, азарт какой-то такой вот. Пока никаких серьезных проблем не было. И, в общем-то, все прикольно и классно. И еще что вот по этой дороге мне нравится, то, что машин крайне мало. Всегда они могут разъехаться, всегда уступают. Это тоже удовольствие, да, по таким красотам ехать, при том, что здесь такое как бы движение вообще почти пустая дорога, да. Кстати, предлагаю также глянуть вот от первого лица, как здесь красиво. Такой каньон наиглубочайший. Ну и самая крутая достопримечательность, это, конечно же, Эльбрус. Его уже потихонечку заволакивает облаками. Мне нужно немножко поторопиться, потому что я очень-очень хочу хотя бы пару кадров успеть сделать на его фоне, как я проезжаю мимо. В общем, хватит болтовни. Мне еще сегодня очень-очень много предстоит проехать, поэтому я гоню дальше.
Ну что, ребятки, прилег я на травушку, не стал доставать ни стульчик, ни стольчик. А зачем? Здесь максимально мягенькая травка. Лежать на ней приятнее, чем, мне кажется, даже на какой-нибудь классной кровати. В общем, я покушал. Передо мной прекрасные виды расстилаются. И пока ел, у меня появилась такая мысль. Вот не было этой дороги, да, по-моему, там, давайте года я опущу. И кто додумался ее построить. Мне это стало очень интересно. Я обязательно хочу ознакомиться, найти материалы. Просто те люди, которые придумали, которые решили сделать здесь такую дорогу, они просто великолепные молодцы. Честно говоря, кстати, вот это местечко, там чуть ниже можно спуститься, там такое вот есть плато, или как прямая поляночка, так скажем, да, и на ней можно прям остаться на ночь. Вот. И я бы остался, тем более вот передо мной вот эта вот прекрасная гора или скала, как это правильно назвать, я не знаю. Вот, меня она очень впечатляет, только я бы остался здесь, как минимум ради того, чтобы на нее смотреть. Но здесь главный герой сегодня другой. Поэтому пусть эта полянка отдыхает до следующего раза. Вот. Сюда можно будет вернуться. Я примерно плюс-минус запомнил, где это, да? И я вот тут пока сидел, там в той стороне увидел такой выступ, как из скалы. И у меня есть подозрение, что туда можно добраться, как-то посмотреть, потрогать, что там такое. И я думал, стоит это или не стоит того. Вот, у меня время еще, в принципе, 1,5 часика есть. Половина зарядки велосипеда есть. Мне до моего места вот буквально подняться пару раз там, ну, недалеко, в общем, мне. И я примерно все успеваю, да? И интересно все-таки посмотреть на выступ какой-то такой. Может быть, даже нервишки удастся пощекотать себе. В общем, пойду гляну, что там такое. Что-то, мне кажется, далековато это будет. Еще и велик там мой остался один где-то. Я его не вижу. Вон на тот выступ я хочу попасть. Так, в общем, сейчас сделаю вторую попытку. Велосипед до сюда хотя бы дотяну. Кстати, обратите внимание, какая стена уже передо мной. Подниматься будет оп, 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 оп. Прям очень нелегко. Велик переложил, нашел тут более-менее такую протоптанную дорожечку. Не то что протоптанную, но не такую вот, как сбоку, допустим, где глубокая трава. То есть, вон даже, по-моему, тропинка и есть. То есть, вполне себе сюда можно и добраться. Вид здесь, конечно, вообще пушка. Здесь прям уступ скалы есть такой интересный, с глубоким-глубоким погружением вниз. Пенек засохший есть. Велик я свой не вижу, он где-то наверху. Ну и у меня, честно сказать, переживания есть. Но я знаю, насколько это далеко от дороги. И, в принципе, я думаю, в 20 минут я уложусь. За 20 минут с ним точно ничего не случится. Ну что, гляньте, как далеко я уже ушел. Вон мой велик еле-еле видно. Ну и самое главное, что тут есть? Цветочечки, да? Девочкам самое главное. Мальчикам самое главное, вот. Вау!
Вау! Ну и вот, идеальное место для ночлега. Просто, мне кажется, лучше я не придумаю точно себе. Ну что, попробовать мне дойти туда все-таки? Раз я так близко уже. Блин, мне реально страшновато туда идти. Тем более велик один там лежит. Но я все равно сейчас пойду. Пошел я, короче, туда. Неожиданно прям возле обрыва оказался, честно говоря. На камеру засмотрелся, ноги снимал. Вау! Я на вершине мира! Ноги дрожат. Я такое эхо никогда не слышал, ребят. Оно по всей долине расходится. Так, ладно, меня уже начинает глючить здесь, если честно. Ребят, это просто чудесно. Это просто чудесно. Ну и финальная точка. Честно говоря, мне туда даже страшно смотреть, потому что она вызывает ощущение, что она может покатиться. Вот. Но я такого азарта в жизни не чувствовал. Вот я реально за долгое время почувствовал азарт. Именно вот этот вот безумный какой-то, сумасшедший. Это незабываемое чувство. Это незабываемое чувство. А самое удивительное, что знаете что? Что здесь вообще никого нету. Ты один. Именно это, наверное, больше всего и заводит. Случится что-нибудь с тобой, никто и не узнает. А знаете, расскажу кое-что с другой скалы. Все, здесь безопасней. Я, когда ехал сюда, Король и Шут начал слушать. Я вообще никогда Король и Шут не любил. Вот, но сейчас, после появления сериалов, кучи отрезков на Ютубе, в ТикТоке, где там они еще есть. Интересно, да, посмотреть, там человек умер, так вот устроено почему-то, что сразу интерес появляется какой-то дополнительный. Ну, и решил послушать песни их, тем более они мне зацепили, эти песни. И там песня вот эта вот, ой, а у меня аж мурашки пошли. Я текст плохо знаю, но сейчас еще раз. Разбежавшись прыгнуть со скалы, вот я был и вот меня не стало. Да уж. А я еще, когда ехал сюда, думал, блин, плохая песня мне в голову вкрутилась. В общем, я помчал. Время уже 3:30. Через час поднимусь вон туда.
там уже остановлюсь и буду либо глазеть на Эльбрус, если его не затянуло облаками, либо же надеяться на то, что я поглазею на него завтра утром. Ребят, вы видели этот башнесрывательный закат? Просто прям сидел, смотрел, солнце в глаза не било, то есть можно было смотреть прям такое красное-красное солнце. Даже, честно сказать, немножко пугает. Напоминает такую заставочку начала фильма про вампиров каких-то. Я сказал вампиров. Ребят, почему опять без комментариев продолжаю, да? Потому закат уже, а у меня только все накрыто, но ничего не приготовлено еще. Вот, и мои надувные солнечные фонари, отгадайте, что не заряжены. То есть светить они будут максимально ужасно. Насчет того места, куда я приехал. В общем, там находится смотровая площадка Эльбрус. Вот, может, у нее есть какое-то другое название. В общем, она находится где-то там. Там люди ночуют с палатками, но они на машинах. И, в общем-то, я подумал, ну, в принципе, недалеко от людей. Покатался вокруг, нашел ровную площадочку. И самое, что вот опасненькое для меня сейчас, это то, что у меня сверху еще есть всего лишь один слой, кофточка, да. И, ну, в принципе, можно и спортивную будет сверху еще одеть. Вот, в общем, наверное, не замерзну. Если что, сразу полезу в спальный мешок. Он, в принципе, на температуры, которые здесь сейчас ночью, и рассчитан. Единственное, чего я реально боюсь, это дождя. Потому что тент я не взял.
Вот, не знаю, насколько сильно можно намыкать этому велику. Уверен, что, конечно, как-то там можно, вот, но точно сказать мне сложно. В общем, если что, я так вот движок-аккумулятор накрою дождевиком от портфеля и, в общем, бояться особо не буду. Буду надеяться, что вот сегодня мне повезет. Хотя в следующий раз строго-настрого какой-то отдельный тентик для велосипеда должен быть. Да. Закат, кстати, здесь в 7 часов, как можете видеть. Рановастенько. Но что поделать, сутки становятся с каждым днем все короче и короче. И мне нужно все-таки перейти к готовке. Вот. Тем более сейчас хочу сделать мангальчик, брикетики. Да, они меня согреют немножко, а мне станет теплее. В общем, доброе утро у меня наступило, и мне повезло, что я сегодня вижу Эльбрус. Спалось невероятно холодно, все, что можно, только одел, но, знаете, как-то под конец вроде бы и перестало быть холодно, наверное, надышал нормально. Ночью здесь все заволокло сначала тучами, вот, затем было звездное небо, затем прям рано-рано утром, да, где-то, наверное, в 64 утра, тут был туман густой, то есть я был прям в облаке. Ну и сейчас 6 часов 5 минут. Вчера, к сожалению, закат был слишком ранним, и, ну, я не успел там, так скажем, заснять все, как я люблю снимать. Но ничего, думаю, в этом видео ночной костер заменят какие-нибудь другие моменты. Вот, единственное, что еще очки свои не могу найти. Не знаю, куда они могли деться. Но, честно говоря, перерывать все сейчас не хочу. В общем, план какой? Все собрать и позавтракать. И каким-то образом ехать домой. Почему каким-то образом? Да потому что не факт, что мне хватит зарядки до конца. И если ее не хватит, судя по тому, как я вчера поднимался с того уступа, то дорога будет очень тяжелой и очень долгой. В общем, потихонечку начинаю сборы и завтракать.
что, ребят, вот и подошло к концу мое мини-велопутешествие. Мне все очень понравилось. Отмечу, что это первая моя выездка вдалеке от дома. Помимо сложностей, которые происходили здесь, еще и дорога сюда была также не очень простая. Но все равно, в общем и целом, я остался доволен. И более того, я знаю, что спустя какое-то время я буду с большой радостью вспоминать эти пару дней. От себя же хочу пожелать вам тоже больше путешествовать. Уверен, что вы так же, как и я, сможете получить массу приятнейших эмоций, ощущений и воспоминаний. А на этом мое видео заканчивается. И до новых встреч в новых видеороликах. Пока-пока. Кстати, отмечу, что очки я так и не нашел.